Когда мы вспоминаем Sega, мы представляем мультяшных персонажей, забавные платформеры и теплое детство. Но многие даже не подозревают, что на этой приставке существовали игры, которые могли появиться лишь в ночных эфирах, скрытых от детей. Игры, которые были слишком жуткими, слишком жестокими и слишком мрачными для своей эпохи. Сегодня мы окунемся в темную сторону Sega. В игры, о которых многие разработчики предпочитали молчать, а магазины не выставлять на витрину. The Immortal. The Immortal — это игра, которая начиналась как обычная фэнтези, но быстро превращалась в мучительный путь через подземелья, наполненные смертельными ловушками. Игра не скрывает жестокость. Камера с удовольствием показывает казни. Монстры жрут живьем, а магия обугливает тела. Это одна из самых мрачных игр на Sega и одна из самых неожиданных. The Immortal — это изометрическое фэнтези-приключение, созданное разработчиком Уиллом Харви. Несмотря на скромный вид, игра получила репутацию одного из самых жестоких, темных и атмосферных проектов на Sega. Вы играете за безымянного мага, который получает загадочное послание от своего наставника Мордмира. Оно ведет героев в подземелье, где царят ловушки, монстры и древняя магия. Но со временем игрок понимает, что письмо — это не просто зов о помощи, а начало куда более зловещей истории. Именно атмосфера сделала The Immortal легендой. Темные каменные коридоры, склизкие черви под ногами, жуткие подземные реки и огромные чудовища создают ощущение настоящего кошмара. Музыка давит, а паузы между боями натягивают нервы. Splatterhouse 2 и 3. В Splatterhouse атмосфера вязкая, как густая кровь. Мутанты выглядят так, будто их собрали из органов нескольких существ. Удары рвут врагов на части, стены украшены плотью, а музыка напоминает преддверие какого-то древнего ритуала. Splatterhouse 2 — это прямое продолжение первой части, но атмосфера здесь мрачнее и жестче. Игра превращает битэмап в настоящий хоррор с болезненными криками и чудовищами, напоминающих работы Гигера. Сюжет прост, но эмоционально мощен. Рик снова надевает маску террора, чтобы спасти свою погибшую возлюбленную Дженни. Маска обещает вернуть ее, но сама по себе она древний живой артефакт, питающийся болью и смертью. История подается минималистично, но именно это делает ее болезненной. Рик идет в преисподнюю не ради героизма, а из-за чувства вины. Игрок ощущает, что путь этот неправильный, будто сама вселенная пытается остановить героя. Игре удается создать почти физическое чувство отвратительности. Каждая локация выглядит так, будто заражена чем-то древним и враждебным. Splatterhouse 3. Splatterhouse — это новая эра серии. Игра превращается из линейного хоррора в нелинейный сюрвивал битэмап с картами, таймерами и 6 разными концовками. Она стала глубже, жестче и даже еще более психологической. Действие разворачивается спустя несколько лет после второй части. У Рика и Дженни уже есть ребенок, но маска террора возвращается и приносит с собой настоящий ад. Особняк Рика превращается в кошмарный лабиринт, когда существа из параллельного измерения начинают вторжение. Враги не просто монстры, а отражение страхов семьи. Игрок постоянно чувствует давление времени. Если медлить, Дженни может погибнуть, сын Рика может быть похищен, а сам дом целиком поглотят демоны. Splatterhouse 3 отличается тем, что тут ужас ощущается не только через кровь, но и через психологию. Угрюмые темные коридоры особняка, комнаты, которые постоянно пульсируют, будто живые, боссы, огромные мутирующие тела, похожие на кошмары из медицинских учебников. Музыка давит на психику и усиливает тревогу. Анимации здесь максимально брутальные. Chakan The Forever Man. Chakan — это воплощенная депрессия, перенесенная в 16 бит. Герой проклят и не может умереть, пока не уничтожит все зло. Но вот парадокс: чем дальше он идет, тем сильнее понимает, что зла бесконечно много.
Музыка — это тревожные ноты, будто вы слушаете траурный марш. Уровни — заброшенные миры, где нет ни надежды, ни света. Чакан — один из самых мрачных платформеров на Sega. Главный герой Чакан — проклятый воин, обреченный жить вечно, пока не уничтожит все зло во вселенной. Сюжет минималистичен, но эмоционален. Игрок понимает, что зло бесконечно, а его миссия никогда не будет завершена. Игра сочетает классический платформерный геймплей с уникальной атмосферой безысходности и психологической тяжести. Каждый уровень наполнен опасностями, ловушками и монстрами, которые выглядят словно вышли из кошмара. Темные, пустые локации с холодной цветовой палитрой, зловещие боссы, часто огромные и неестественно движущиеся, музыка, создающая чувство тревоги и отчаяния. Все это делает игру по-настоящему пугающей. Beast Wrestler. Beast Wrestler — необычная и мрачная игра на Sega, посвященная боям гигантских существ. Эта игра выглядит так, будто ее делали фанаты Чужого и лабораторных ужасов. Вместо людей на ринге биомеханические мутанты. Они извиваются, дергаются, ведут себя как живые. Арены оформлены как лаборатории. Дизайн монстров вдохновлен биомеханикой и фантастикой Гигера. Музыка создает ощущение тревоги и напряжения, усиливая страх перед каждым противником. Игра представляет собой классический файтинг, но с необычными боевыми механиками для каждого монстра. Удары и атаки чувствуют вес и мощь. Каждая битва требует тактики, а не только кнопочного спама. Гаргулис. Это одна из самых мрачных игр по мультфильмам. Ночной город, каменные демоны, сражения под тяжелую музыку — все это пугает. Атмосфера такая плотная, что кажется, будто игра давит на грудь. Гаргулис — это платформер на Sega, созданный по мотивам одноименного мультсериала 90-х. Игра погружает игрока в темный готический мир. Нью-Йорк ночью, древние замки, скрытые руины и ожившие каменные стражи. Вот что вам повстречается на вашем пути. Вы управляете Гаргулей Геклом, который защищает город и сражается с темными силами. В отличие от мультфильма, игра выглядит заметно мрачнее. Музыка и звуковые эффекты подчеркивают драматизм и мрачность происходящего. Каждая локация кажется живой, наполненной тайнами и угрозами, будто город наблюдает за игроком. Hellfire. Hellfire — это шутер, который ведет игрока через миры, напоминающие механический ад. Демоноподобные боссы, металлические черепа, живые корабли, как будто художники пытались создать саму концепцию ада и перенести ее в космос. Hellfire — это классический горизонтальный шутер на Sega, который переносит игрока в мрачный, почти апокалиптический космос. Игра создает ощущение, будто вы сражаетесь не просто с врагами, а с целой вселенной, погруженной в хаос. Главный герой — пилот космического истребителя, который должен остановить вторжение демонических существ и спасти галактику. Но даже обычные враги выглядят пугающе. Это металлические черепа, живые корабли и гигантские боссы, как будто сошедшие со страниц фантастических ужасов. Боссы — огромные демонические существа. Они имеют сложные паттерны атак, требующие точного расчета. Музыка давит и ускоряет пульс, создавая чувство неотвратимой угрозы. Эффекты стрельбы и взрывов усилены так, что бой кажется опасным и ожесточенным. Devilish. Devilish — это необычный арканоид с элементами хоррора на Sega. На первый взгляд игра выглядит как классический «разбей блоки», но визуальный стиль и атмосфера делают ее уникальной и жуткой. Игрок управляет шариком, который отбивается от платформы, разрушая блоки и уничтожая демонических врагов. Но каждая локация выглядит как темный замок или готическая катакомба. Стены напоминают кости, а враги имеют устрашающий вид. Музыка создает напряжение и чувство опасности, а звуки разрушения блоков усиливают эффект. Некоторые уровни требуют точного планирования ударов, чтобы не потерять шарик.
Сложность постепенно растет, а визуальные эффекты делают игру напряженной и жуткой. Игра сочетает стратегию и скорость реакции, что отличает ее от обычных арканоидов. Master of Darkness. Master of Darkness — это мрачный платформер на Sega, часто называемый викторианским Castlevania. Вы играете за доктора Фарадея, оккультиста, который расследует серию загадочных убийств в Лондоне эпохи Джека Потрошителя. Игра сочетает экшен, платформер и элементы хоррора с готическим антуражем. Сюжет подан минималистично, но погружает в атмосферу страха. Герой сталкивается с демонами, призраками и вампирами, исследует темные уголки Лондона и древние катакомбы. Атмосфера мрачная, в которой показаны туманные улицы викторианского Лондона. Враги как человеческие монстры, так и сверхъестественные существа. Музыка и звуковые эффекты создают чувство тревоги и опасности. Каждая локация пропитана страхом и ощущением, что за игроком постоянно наблюдают. В игре герой использует кнут, меч и магические предметы. С каждым уровнем сложность растет, появляются новые типы врагов и опасные боссы. Игра сочетает динамический бой и элементы исследования, создавая чувство постоянной угрозы. Если вы думали, что ретро-игры были простыми и безобидными, то эти тайтлы полностью опровергают это. Они показывают, что мрачные сюжеты, странные монстры и жуткая атмосфера способны жить даже в пиксельном мире и оставаться культовыми десятилетиями.